да. Добрый вечер. Я думаю, что мы уже, наверное, готовы начинать. Если кто-то еще подойдет, в общем, они подойдут. Меня зовут Антон Захаров. Я немножко буду модерировать сегодняшнюю сессию вопросов и ответов. Сам какие-то вопросы тоже задам, если вы мне дадите такую возможность. Но перед тем, как мы начнем, я хочу несколько слов дать Саше Хазиной, куратору фестиваля Политех Политехнического музея, которая расскажет немножко про фестиваль, наверное, и про то, почему Оливия сюда приехала. Добрый день. Спасибо, что пришли. Сегодня у нас первое, на самом деле, мероприятие фестиваля Политех. Оно как бы предваряет ту большую программу, которая будет ждать вас 21 и 22 мая, уже на этих выходных, на площади промышленности ВДНХ, где развернется совершенно невероятное действие, которое мы уже делаем в Политехническом музее третий год. Это огромное количество лекций, инсталляций, перформансов, совершенно удивительных проектов, которые вы больше никогда не увидите, поскольку часть из них специально делается для нас. И, конечно, одним из таких главных проектов нашего фестиваля является лекторий, где у нас как раз выступит Оливия с лекцией о своей книге «Каждой, твари, по паре». Спасибо огромное за то, что это все стало возможным. В первую очередь Посольству США в России, издательству Альпина нон-фикшн и, конечно, за сегодняшнюю нашу прекрасную встречу в библиотеке. Передаю слово Антону. Ну, я на самом деле сейчас прям практически уже передам слово Оливии. Единственное, я хочу всем сказать до начала, что у вас будет возможность задать вопросы, и самый лучший вопрос будет награжден книгой на русском языке, подписанной Оливией, поэтому не стесняйтесь их задавать. Вот. А так, я, наверное, просто передам слово Оливии, а потом свои вопросы буду задавать уже позже. Thank you. So, some years ago, I became interested in sex. Какое-то время назад меня стала интересовать проблема секса. And unlike for many people, I actually developed a professional interest in sex. И в отличие от большинства других людей, я сделала это своей профессией. But my interest was in fact a bit perverse because I set out to try to understand when is it possible to live without sex. Ну, у меня интерес был такого искаженного несколько свойства. Меня заинтересовал вопрос, можно ли жить без секса. And the reason this is an interesting question is that when you look at the tree of life, sex is generally present on the tree of life, but asexuality, living without sex, it evolves often, and it's easy to be asexual. И вопрос этот занимает меня потому, что на дереве жизни, на древе жизни секс, он, конечно, присутствует, да, но также есть и место асексуальности, то есть жизни без секса. For example, you could split down the middle and divide in two the way some worms do. Например, организмы могут размножаться делением, как это делают некоторые простейшие. You could bud off a small piece of yourself and grow a whole new you. Можно отделить от себя какой-то кусочек, да, из которого вырастет новый вы. You could lay an egg that does not need to be fertilized. Вы можете откладывать яйца, которые совсем не обязательно оплодотворять. So, in other words, there are lots of ways to be asexual, but it doesn't seem to last. When you look at the tree of life, asexuality appears and then it vanishes. И таким образом есть много способов размножаться, не занимаясь сексом, но тем не менее на древе жизни мы видим, что асексуальность в какой-то момент появляется, но достаточно быстро исчезает. In other words, there are no big groups. You can't point to fish or reptiles or trees. There are no big groups where you have many individuals or many species that are asexual. То есть нет каких-то больших групп, например, рыб или рептилий или деревьев, да, на которые вы могли бы указать и сказать, что вот в этой группе совершенно нет секса. So I set out to try to understand why is this true? Why is it the case that asexuality is an unsuccessful long-term strategy? Поэтому я задалась вопросом, почему вот эта стратегия как бы асексуальности, почему эта ветвь асексуальности, она не очень-то успешная в эволюционном смысле. Now you may think the answer is obvious. Может быть, вам кажется, что ответ на поверхности лежит. But in fact, it's not obvious. Но на самом деле это не так. And an easy way to see this is to think about the advantages
of being without sex. И самое простое — посмотреть, какие нам дают преимущества жизнь без секса. For example, you don't have to waste lots of time impressing somebody else. Например, вам не нужно затрачивать очень много усилий, чтобы произвести впечатление на кого-то. There's no hassle. Нет вот этой суеты. And in fact, when you look at the easiest way to understand the subject is to think about the fact that in a population like humans, for example, for the population to stay the same size, every female has to have 2 children. Да, и если подумать над этим вопросом, вот в популяции людей, например, для того, чтобы мы сохраняли численность популяции все время постоянной, нужно, чтобы у каждой женщины рождалось в среднем 2 ребенка. In an asexual population, each female has to have only 1 child for the population to stay the same size. А в асексуальном сообществе каждой женщине нужно вырастить всего 1 ребенка, чтобы популяция сохраняла свой размер. So in fact, asexuality seems to be better. Поэтому асексуальность вроде бы представляется более выигрышной стратегией. But apparently, judging by the fact that when it evolves, it disappears again, apparently it isn't. Но судя по тому факту, что она в какой-то момент эволюции появляется, а потом снова исчезает, мы не можем сказать, что это успешная стратегия. So that was how I began. That's what I studied for my PhD. Таким образом, я задалась этим вопросом, и я эту тему разрабатывала в своей диссертации. But gradually I realized that actually the subject of sex leads into a whole cascade of other questions. И, конечно, вопрос о сексе, он приводит нас еще к разному мириаду вопросов. For example, once you have sex, then you have questions about how many sexes should you have? Вопрос, когда встает вопрос о том, что мы имеем секс, занимаемся сексом, встает вопрос, сколько у нас будет, например, полов, да, которые между собой этим занимаются. I mean, it might be obvious that normally there are only 2, but actually some organisms have 13. И, опять же, казалось бы, на поверхности лежит этот ответ, что нам достаточно 2 разных полов, но у некоторых видов их, например, 13. And once you have sexes, then you have questions like, should you be a hermaphrodite and be both at once? Or should you start out as one sex and change to another? И, опять же, когда у нас есть несколько разных полов, возникает вопрос, вы будете, например, гермафродитом, объединяя в себе признаки разных полов, или вы начнете свою жизнь как существо одного пола, а потом переродитесь в другой. And then once you have sexes, you have the question of how do you find, seduce, and successfully have offspring with a mate. И когда у нас есть несколько разных полов, неизбежно встает вопрос, каким образом вы находите своего партнера, как вы его соблазняете, да, как вы его завоевываете и как вы с ним производите вот потомство. And in fact, when you look closely, you start to realize that sex underpins a lot of the diversity in nature. И если мы зададимся этим вопросом, то мы видим, что очень много разнообразных видов секса в природе существует. For example, flowers, it's all about sex. Birdsong, it's all about sex. Good-looking feathers, long tails, fancy fins, big antlers, it's all about sex. Да, если мы посмотрим на цветы, там все про секс. Если мы посмотрим на некоторых птиц, это все нам говорит там о сексе. Вот эти все яркие перья, хвосты, вот эти, то, как они выглядят, то, как они себя ведут, это все касается секса. Sorry. And the thing is that it also, sex can go in very unexpected directions. In different species, the details of sexual behavior can evolve in very unexpected ways. And so sex also explains a great deal of the diversity in nature. И очень много разных видов секса мы можем видеть у разных видов. Совершенно это иногда к неожиданному какому-то, с нашей точки зрения, поведению приводит. And so I decided to try and synthesize all of this. And to do that, I created a character called Dr. Tatiana, who wrote this book, which is... И чтобы объединить все мои исследования, синтезировать их, я вот написала такую книгу, придумала, как это называется, персонаж, доктора Татьяну, который отвечает на вопросы о сексе. And Dr. Tatiana receives letters from animals upset about their sex lives.
И доктор Татьяна получает вопросы от различных животных, которые жалуются ей на свою сексуальную жизнь. And then I attempt, or Dr. Tatiana attempts to answer these letters. И я или мой персонаж, доктор Татьяна, пытается на эти вопросы ответить. So I'm going to be speaking a lot more about all of this at the festival. Я гораздо больше буду об этом говорить на программе фестиваля, в течение фестиваля. Which I'm very excited to be attending. Я очень взволнована и рада, что я буду участвовать в этом фестивале. But I want to just give a small example of the kind of things that the book addresses. Но я хочу вам дать некоторые примеры вот тех вопросов, на которые отвечает эта книга. And I'd like to say that I attempted to look at everything from why males spend so long trying to be impressive. И я бы хотела сказать, что я в этой книге осветила все вопросы, начиная от того, почему мужчины некоторые столько времени тратят на то, чтобы произвести впечатление на понравившуюся женщину, to the question of why sex exists at all. До вопроса, почему секс вообще существует в природе. So this is one of my favorite organisms. Я сейчас расскажу про один из своих любимых организмов. And it was one of the ones that before I started studying the subject, I had no idea existed. И о его существовании я даже не подозревала до того, как я начала исследовать вот эту проблему секса. And in English it's called the green spoonworm. По-английски она называется вот так. Зеленое нечто. Dear Dr. Tatiana, Дорогая доктор Татьяна, there's been a frightful accident. Со мной произошел ужасный несчастный случай. I was happily sitting at my usual spot at the bottom of the sea. Я так счастливо и никого не трогая сидела в своем любимом месте на дне моря. When I felt an itch on my nose. Как вдруг у меня зачесался нос. Being a green spoonworm, I don't have arms. Ну, поскольку я зеленый вот этот морской червь, ну, будем так называть, я, честно говоря, не знаю биологическое название, у меня нет рук, чтобы почесаться. And I couldn't scratch. И я не мог почесать себя. So I sniffed. Поэтому я как бы так чихнул, вздохнул. And I inhaled my husband. И я вдохнула в себя своего мужа. I've tried sneezing, but he has not reappeared. Я попыталась его вычихать, но он не появился почему-то обратно. Is there anything I can do to get him back? Можно ли что-то сделать, чтобы его вернуть? From too much heavy breathing near Malta. Потому что мне так тяжело дышать. And it turns out that the green spoonworm holds the record for the largest size difference. И выяснилось, что вот эти зеленые морские черви занимают, как это называется, бьют рекорд по разнице между размерами Between male and female, между самкой и самцом, where the female is bigger. Где самка больше намного. And the female is 200,000 times larger than the male. И самка больше самца в 200 тысяч раз. So I think you can see why I like this. Поэтому, я думаю, вы понимаете, почему мне это нравится. Нравится этим заниматься. But actually, the real reason I like it Но на самом деле, почему я это люблю? is that although it's the most extreme example, it's not unique. Несмотря на то, что это самый такой крайний пример вот такой разницы, но это не уникальный пример. And we can start to ask questions about when do we see this pattern? When do we see females being much larger than males? И мы можем задаться вопросом, где, вот на каком этапе мы видим, когда самка так отличается по размерам от самца? And why? И почему? And it turns out that the answer is an ecological one. И выясняется, что причина в этом экологическая. When females are sparsely sprinkled across the landscape and they don't move, когда самки как бы распределены таким хаотичным образом по месту обитания, и они не двигаются, then the main problem a male has is finding a female at all. Самая проблема большая, которая встает у самцов, это вообще вот найти себе самку. For example, in many spiders, females spend their lives sitting in a web.
Например, у многих паукообразных или у пауков многие самки никуда не двигаются, просто сидят на своей паутине. And so in many spiders, the male gets to the smallest possible size that allows him to survive, and he starts looking. И самец, он имеет самый маленький размер, который только возможно для него, чтобы он выжил, и он все время находится в поиске самки. In the green spoonworm, the situation is even more strange. Для вот этих зеленых морских червей ситуация еще более странная. Because when a green spoonworm hatches, comes out of the egg, Потому что когда вылупляется вот этот зеленый червячок, it actually has no sex yet. у него пока нет пола. And whether it becomes male or female depends on whether it encounters a female in its first few weeks. И станет ли он самкой или самцом, зависит от того, встретится ли он с самкой, с женской особью в первые несколько недель своей жизни. If it meets a female, it becomes male. Если он встречается с самкой, то он становится самцом. If it does not meet a female, it becomes female. И если он не встречается с самкой, он сам становится самкой. And from this, two very different lives unfold. И отсюда разворачиваются совершенно два разных сценария жизни. Females live for a couple of years. Самки живут пару лет всего. Males live for about 3 months. Не всего. А самцы живут 3 месяца приблизительно. And they spend their whole lives in the female reproductive tract fertilizing eggs. И они всю свою жизнь проводят в репродуктивном тракте самки, оплодотворяя ее яйца. So that's just one of a number of examples that fascinated me. Это вот один из тех примеров тех вопросов, которые меня привели в такой восторг. And that drew me to the study of the diversity in nature. И привели меня вот к изучению того, что я изучала, вот такому разнообразию в природе в этом вопросе. So I'd like to throw it open to questions. Может быть, мы уже можем перейти к вопросам и дополнению. Если у вас есть уже какие-то конкретные готовые вопросы, то я подойду, с микрофоном, и вы можете их задать. Если у вас вопросов не будет, то у меня у самого вопросов есть куча. Well, speaking about these green sea whatever worms, if the male spends time into female fertilizing her eggs, and then these eggs get out of the female, the first worm they see is the female, then obviously they should be turning into males, right? All of them. Well, no, because quite often in... One second. Нужен ли перевод вопроса на русский язык? Если мы говорим про то, что у вот этих вот зеленых червей самцы сидят 3 месяца, оплодотворяя самку, и после этого самка откладывает яйца, и из них появляются бесполые черви, то первый червь, которого они встречают, самка. Соответственно, они все должны превратиться в самцов. Где логика? So in a lot of marine organisms, and this one lives in the sea, in a lot of marine organisms, the eggs are put up into the water, and they disperse in the water, and so and that happens in octopuses, it happens in corals, it happens, and so the larvae very often land somewhere new. На самом деле у многих морских организмов, а эти зеленые черви живут в море, очень часто происходит такой механизм, когда яйца, они как бы всплывают и разносятся по поверхности воды в разные места. Это происходит и у осьминогов, и у кораллов, у разных видов. И поэтому яйцо может оказаться в любом месте, не обязательно где-то рядом с самкой. Еще какие-то вопросы у вас есть уже готовые? Или... Да, пожалуйста. My English is perfect. Извиняюсь, вот если вы сказали, что большинство животных и растений имеют какие-то признаки, которые выделяют их среди остальных особей. Да, более яркий окрас или подобное. Называется половой диморфизм. Да. Нет. Я не могу просто формулировать. Волнение.
На английском. Нет, я про то, что большинство особей стараются мужского пола, например, выделиться, чтобы самка выбрала именно их. У большинства хищников и тех же приматов в основном особью для спаривания мужской становится самый агрессивный и сильный самец, верно? В большинстве случаев. Так вот, можно ли сказать, что в современных реалиях главным таким признаком того, что самка выберет определенного самца, является размер полового органа? Main reason why a female chooses a certain male is the size of his penis, of his sex organ. Gosh. Боже. So I don't want to speak for everybody. Ну, за всех не скажу. And what I would actually prefer to discuss is that there is an enormous diversity in genitalia in the animal world. Что я обычно предпочитаю обсуждать, это на самом деле, что есть очень большое многообразие даже в строении, в размере гениталий в животном мире. And in many animals, a penis, for example, is an immensely more complicated instrument. И есть виды животных, у которых пенис как таковой это намного более сложный инструмент. And the question is why? Because it appears to be just for delivering sperm. И вопрос, зачем это нужно, почему так происходит? Потому что это, в принципе, орган для того, чтобы поставлять сперму. But in fact, okay, so now we have a much more complicated situation that I'd like to discuss. Сейчас у нас сложилась такая ситуация, гораздо более сложная, которую я хочу обсудить. So, in many species, females mate with more than one male. У многих видов Самки спариваются больше, чем с одним самцом. Самки спариваются сразу с несколькими, да, спаривают. Mate. Sorry. So in many species, females mate with more than one male. And in some species, females can store sperm for years. А у некоторых видов самка способна хранить сперму годами. Which I'm very happy does not happen in humans. Я очень счастлива, что так не происходит у людей. Because I think it would be very annoying to become pregnant 20 years after an event you've forgotten. Потому что было бы очень неудобно забеременеть спустя 20 лет после того, как вы имели секс и уже забыли об этом. But when females mate with more than one male, но там, где самки спариваются более чем с одним самцом, you have an opportunity for something that scientists call sperm competition. Там есть то, что ученые называют конкуренцией. По-русски спермовые войны. Прям спермовые войны? Да. Спасибо. And if sperm competition proceeds like a raffle or a lottery, и если это спермовая война, да, она представляет собой какую-то лотерею, да, или какой-то случайный процесс, so that the more tickets you buy, чем больше вы лотерейных билетов купили, the more likely you are to win, тем больше у вас шансов выиграть. You discover that actually you very quickly get the evolution of sperm production in males. И вы понимаете, что вы очень быстро развиваетесь в процессе эволюции. У самцов очень быстро в процессе эволюции развивается производство сперматозоидов активное. То есть самцы быстро начинают производить кучу сперматозоидов. Больше сперматозоидов. Да, да. Yeah. So in species where females have sex with more than one male, you start to get males making a lot of sperm. То есть у тех видов, в которых самка спаривается больше, чем с одним самцом, тогда самцы производят гораздо больше спермы. And indeed, when you look across species, the size of a male's testes, the testicles, если мы посмотрим на разные виды, то те виды, у которых важен размер яичек, is a good indicator of the female behavior. Это нам указывает, это служит индикатором поведения самки. So, for example, in species like chimpanzees, например, таких видов, как шимпанзе, where females have been seen having sex with 8 different males in 15 minutes,
в котором наблюдали такие случаи, когда самка с 8 партнерами спаривалась в течение 15 минут. Males have large testicles. У мужчин очень большие яички. У самцов, простите. Whereas in gorillas, В то время как у горилл, where females they may switch from one male to another, but they tend to be faithful with the one they're with. там, где самки, они в принципе могут менять партнера, но все-таки они сохраняют верность хотя бы какое-то время одному партнеру. The male gorilla, although he personally is very large, Самцы горилл, хотя они сами очень большого размера, his testicles are very small. яички у них очень маленькие. And this is the single easiest way to look at female behavior. And so if you take a seahorse, И это очень такой простой способ взглянуть на поведение самки. Если вы возьмете морского конька, да, where in fact the female gives her eggs to the male, и там самка отдает свои яйца самцу. and the male fertilizes the eggs inside his body and becomes pregnant. И там самец оплодотворяет яйца внутри своего тела, и он как бы становится беременным. And so there is no sperm competition. Там нет вот этих спермовых войн. The male only produces 1 or 2 sperm per egg. И самец производит всего там 1 или 2 сперматозоида на одну яйцеклетку. So that's a sort of background to your question. То есть это вот такой базовый ответ на ваш вопрос. The evolution of penises, Эволюция пенисов, therefore, takes place in this context. она тоже вот принимает, она как бы разворачивается в этом же контексте. And in general, in species where females are more likely to have sex with several males, И тоже в целом у тех животных, у тех видов, в которых самка имеет секс с разными партнерами, penises can get very complicated. пенис иногда приобретает очень причудливые формы. Because it's part of the sperm competition, and so you can either, a lot of the time the intention of the penis is to stimulate the female in such a way that she takes more of your sperm in particular. И это становится очень сложным органом, потому что кроме того, чтобы поставлять как бы сперму, пенис еще служит для того, чтобы, например, стимулировать самку, чтобы она согласилась принять больше именно вашей спермы. And conversely, in species where you don't have very much sperm competition, penises tend to be rather simple. И наоборот, у тех видов, в которых эти спермовые войны не очень распространены, там пенис может быть очень простым органом. So I hope that puts things into context for you. Поэтому я надеюсь, это для вас ответило на вопрос и поместило как бы ваш вопрос в более широкий контекст. Спасибо. I'm sure that was more than you were bargaining for. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. I studied parasitic wasps. And you certainly know that they have haploid males and diploid females. But I think you also know that there are some sex ratio distorters, like a particular chromosome, a supernumerary chromosome, that eliminates the whole paternal genome from the diploid zygote, thus turning it into a haploid one. But it seems that genetic elements of that kind are highly deleterious, because they eventually eliminate all the females from a population. In one particular case, I know that in a particular parasitoid species, it harbors both that characteristic chromosome and the well-known Wolbachia. And the authors of the study report that there is some sort of an equilibrium within the population. But do you know, or can you suggest any other agent, any other balancing agent which can maintain those parasitic chromosomes within a population? И переведите, пожалуйста. Значит, я изучаю
Да, я изучаю наездников или паразитических перепончатокрылых. И известно, что у них обычно гаплоидные самцы и диплоидные самки. Но есть определенные генетические факторы, ну, например, определенная хромосома, такая добавочная, которая, когда попадает в диплоидную зиготу, элиминирует весь отцовский геном и... соответственно, диплоидная зигота превращается в гаплоидную, из которой потом развивается самец. Но так, если подумать, то фактически со временем в популяции просто произойдет элиминация всех самок, ну и, в общем-то, популяция погибнет. И таким образом этот сам, так сказать, генетический элемент, он должен из популяции исчезнуть. Вопрос, но как же тогда он, так сказать, в популяции сохраняется? В одном, как минимум в одном случае, есть и такая тоже специфический организм, вальбахия, в той же популяции, которая, на самом деле, я не сказал, которая, наоборот, из неоплодотворенной яйцеклетки, значит, соответственно, там происходит диплоидизация и, значит, из неоплодотворенной яйцеклетки развиваются самки. Вот. Соответственно, в этом случае есть равновесие в популяции. Вот я и спрашиваю, есть ли, может быть, известно ли еще, или можно предложить какие-то еще вот элементы, которые вот такую вот хромосому соответствующую, они могут в популяции, так сказать, сохранить. Okay, so this is a pretty technical question. Да, это очень такой технический вопрос. And I'd like to start by putting it into a much broader context for people. И тоже я хотела бы его поместить в более широкий контекст для присутствующих. So usually in mammals, Обычно у млекопитающих. У млекопитающих. Mammals, sorry. yeah, sorry. Everybody hatches from or develops from a fertilized egg. Все развиваются, да, или вылупляются из оплодотворенного яйца. And what that means is you get genes from both parents. И это означает, что гены особь забирает как у отца, так и у матери. In insects, things are often not so straightforward. У насекомых обычно все не так просто. And in a number of different lineages of insect, И у некоторых ответвлений, да, классов насекомых, the females get genes from both parents. Самка берет гены у обоих родителей, But males hatch from unfertilized eggs. А самцы вылупляются из неоплодотворенного яйца. So they only have genes from their mother. То есть у них гены только от матери. In these kinds of situations, В таких ситуациях, в таком things виде can get pretty weird. иногда случаются очень странные вещи. In particular, for one thing, it becomes possible if a mother has not managed to meet a male. Например, становится возможна такая ситуация, что если мать не встретила на своем пути самца, She can lay an egg она может отложить яйцо and have sex with her son. и заняться сексом со своим сыном. This is reasonably common. И это достаточно часто происходит. It also opens the door И это также открывает дверь for some pretty sinister genetics. очень такой затейливой генетики. In particular, it allows for organisms organisms like the bacterium Wolbachia. Например, это позволяет организмам, как бактерия Вальбахия. Вальбахия, спасибо. Or for particular elements of chromosomes. Определенные элементы хромосомы, да, предлагать. Или как предлагать определенный элемент хромосомы. Да. Я могу продолжить вот с этого момента, поскольку действительно очень-очень узкая как бы тема, очень интересная для специалистов, но довольно сложная. Антон can help. Yeah, because I know technical biology, yeah, so I can translate from this moment. Yeah. So with this, it means that, for example, if you can inactivate a genome, you can turn a female into a male. Ну, то есть, таким образом, если вы можете как-то выключить геном, то вы можете превращать самцов в самок. And similarly, in some situations, you have male killers. И в некоторых случаях есть так называемые убийцы самцов, Which destroy all of the males in a brood.
которые во всем выводке могут уничтожить, соответственно, всех самцов, которые там есть. thus generating a population of females. И родится и вырастет популяция, полностью состоящая из самок. Now, some of these situations can lead to extinction. И это может привести к вымиранию некоторых популяций, соответственно. And so basically it's a race between whether evolution generates a mechanism of suppression. И получается, что возникает такая своеобразная гонка, и эволюция пытается найти некоторый компромисс, некоторый способ вот эту ситуацию как-то уравновесить. Or the whole population becoming male and disappearing. В одном случае, значит, все самцы, вся популяция превращается в самцов, и она вымирает. How often this second thing happens, how often we get extinction from a selfish genetic element. И вопрос в том, как эгоистичные генетические элементы приводят к такому вымиранию. Is something we don't know. И мы не знаем ответ на этот вопрос. But we certainly know that it can happen in principle. Мы знаем, что это возможно. And in fact, it is something that some biologists are trying to use to, for example, control mosquitoes. И некоторые биологи пытаются использовать вот этот механизм для того, чтобы избавиться от, например, комаров. To generate a genetic extinction from inside without using any external pesticide. Таким образом, можно не использовать никакие химические вещества, а можно биологическим способом заставить популяцию комаров просто вымереть изнутри за счет вот такого механизма. I think that the details of your question is something we should discuss afterwards, which I'd be very glad to do. Ну и технические детали, которые, в общем-то, кроме специалистов никому не будут интересны, Оливия предлагает обсудить уже в кулуарах. Спасибо за вопрос. Еще вопрос, да? Да, спасибо большое. Спасибо. Hi, Olivia. Thank you very much for your presence. So, a couple of months ago, I've been in New York Museum of Sex, and I've been really surprised that I could find there was an exhibition of like ethology of different animal species, and I've been surprised that you could find almost any kind of sexual behavior, like autofellation, group sex, masturbation, like homosexuality, whatever. So the question is, what humans have as a species, like some unique things. What kind of behaviors we have? Да, буквально пару месяцев назад я была в Нью-Йорке в музее секса, и там была целая, собственно, выставка, посвященная как раз-таки этологии и сексу разных животных видов. Вот. И меня удивило, насколько разнообразные, собственно, виды сексуального поведения, которые встречаются у животных, и не могла встретить практически ничего там уникального, да, человеческого. И вопрос в том, действительно, есть ли у человека хоть какие-то формы сексуального поведения, которые присущи только ему. So, to be perfectly honest, what interests me is where we fit in, and to see that what we are doing is a small fraction of possible sexual behavior. Ну, на самом деле, если быть полностью честной, меня интересует, куда мы вписываемся, как мы вписываемся в этот контекст и каким образом мы себя ведем вот в этом контексте. But I think that probably what makes humans are unique in a number of respects. Ну, и люди, на самом деле, во многом уникальны, во многих отношениях. Including having a culture and so on. Включая то, что у нас есть культура, ну и так далее. And I would say that our sexual behavior fits into that. И мне кажется, наше сексуальное поведение вот в эти рамки как раз и входит. Humans are probably the only animals that feel guilty about sex. Люди — это, наверное, единственный вид животных, которые испытывают вину за то, что они занимаются сексом. And that try to alter their sexual desires in accordance with society. И они пытаются изменить свои сексуальные предпочтения или сексуальные желания в зависимости от требований общества. Now, I don't make a judgment about that. Я не сужу, хорошо это или плохо. Because I think that it's a good thing that humans modulate their desires in accordance with society. Потому что, наверное, это хорошо, что люди как-то модифицируют свои сексуальные желания в зависимости от требований сообщества. At least up to a point.
at least up to a Ну, по point. крайней мере, до определенного предела. But yeah, I think that those are the main ways. I think and we also, we do form long-term relationships. Ну, и мы склонны создавать все-таки долговременные отношения. Although in that many birds do too. Но, однако, многие птицы тоже таким образом создают отношения. But I think that those are some of the ways that we're unusual. Ну, может быть, все-таки этим мы отличаемся, этим мы необычны. Спасибо большое. Да. So, thank you very much. And the second question is about fetishes, because they are very much like culturally determined by culture. And the question is how, I mean, maybe this topic is not very developed, at least in like evolutionary biology, I don't know. So I'm curious, like how human it is to be a fetishist, in terms of situations, in terms of different objects which like species can find, not species but like individuals can find sexual. Yeah, is it? Да. Но следующий вопрос, собственно, повторяет первый. И он связан с фетишами. Под фетишами я подразумеваю сексуальное предпочтение, сексуальную какую-то привязанность к предметам, определенным ситуациям. И есть ощущение, что, собственно, фетиши достаточно сильно обусловлены культурой, и, соответственно, возникает вопрос, а вот в животном мире, у которого, получается, нету культуры, насколько фетиши встречаемы, насколько они разнообразны и так далее. Вот. So I'm not an expert on fetishes. Я не эксперт по фетишизму. And I don't think that for various reasons it's not well studied. И мне кажется, по многим причинам это не так уж хорошо изучено. It's certainly since the late 19th century. Это, в принципе, изучается с конца 19-го. There have been individuals who've tried to categorize them and list them. Были люди, которые старались классифицировать, фетишистов и как-то описать это поведение. So people like Havelock Ellis and Kinsey and so on. They've tried to make catalogs of sexual behavior and ask people about what they do, what they like, and tried to understand it. И такие ученые, как Kinsey and who was the first? Havelock Ellis. Havelock Ellis, если вам это говорит, это имя, пытались составлять каталоги, Кинси более популярный. Ну да, Кинси, я сказала, вроде пропустила. Составлять каталоги, различного поведения, описывать эти виды поведения. Historically, this work has always been controversial. И исторически эта работа всегда вызывала вопросы, скажем так. With probably the result that we know more about the sex lives of fruit flies than about people. И в этом смысле мы больше знаем о сексуальной жизни фруктовых мушек, нежели людей. Evolutionarily, as far as I know, it really hasn't been studied much at all. И в эволюционном плане, насколько я знаю, это не так уж хорошо было изучено. I think that it's possible to construct hypotheses. Мне кажется, тут можно строить разные гипотезы. But almost impossible to test them. Но практически невозможно их проверить, протестировать. For one thing, it's very difficult to do ethical sexual experiments on human subjects. Во-первых, потому что очень сложно провести этичный эксперимент на людях в плане сексуального поведения. And for another, I mean, it's often not a priority of government science. И другой вопрос, что обычно наука, которая финансируется государством, не очень, это вопрос не является приоритетным. I mean, we don't even really know that much about female sexual anatomy. Мы даже не так уж много, недостаточно знаем о женской сексуальной анатомии. It's certainly not the psychosexual part. Не то, что касается тем более о том, что касается психологической сексуальной жизни. Afterwards, there's a book that I read that I could recommend if you want to learn more, but I'm going to have to look it up because I can't remember. Есть книга, которую я могу вам рекомендовать, если вас интересует этот вопрос, но мне нужно ее посмотреть, потому что я так по памяти сейчас не скажу.
Я бы хотел добавить, что просто в учебниках по физиологии, по которым учатся на биофаке, значит, главы про половую систему начинаются следующим образом обычно. Мужская половая система изучена плохо, женская еще хуже. И вот больше как бы там ничего и не происходит. Это буквальная цитата, я на всю жизнь ее запомнил. С тех пор, как увидел... Male reproductive system is known bad and female is worse. А можно, я тоже хочу задать вопрос немножко, на самом деле, да, я терпел, но все-таки. Оливия, вы говорите, что это не то, что обычно финансируют государственные программы, я имею в виду исследования там, фетишизма и так далее, и так далее. Поэтому вопрос вот в чем заключается. А кроме фундаментальной пользы, практическая какая-то польза от исследований сексуального разнообразия у животных, она есть? Well, I think it's interesting. Мне кажется, это интересно. But more than that, because it is central to evolution, it's a driving force of evolution. I think it's essential to understand it. Ну и также мне кажется, что поскольку это движущая сила эволюции, нашего развития, очень важно это изучать. Я бы даже конкретнее спросил, помогает ли это каким-то образом, не знаю, например, сохранять редкие виды животных? Does it help in any sense to preserve some rare species or something like that? What's the kind of practical usage of this type of studies? It's so certainly studying the reproduction in other animals can help us to protect them. I mean, for example, if you know that males and females only come together occasionally to mate and that otherwise they kill each other. Ну, конечно, это помогает, изучение репродуктивного поведения помогает, например, сохранить некоторые виды животных. Если мы знаем, предположим, что самец встречается с самкой достаточно редко, а во все остальные, как для спаривания, а во все остальные встречи они пытаются убить друг друга. Then it tells you something about the ecology that you need to preserve in order to preserve them. Нужно уже ставить вопросы, то есть это нам дает какое-то представление об экологии, в которой они живут, и как можно нам спасти вот эти виды. And also, I mean, we try to do breeding in zoos of many animals, and of many animals it's unsuccessful. И в зоопарках мы часто занимаемся как спариванием, да, и иногда это не приводит к успеху. Не просто иногда, довольно часто у нас не получается сделать так, чтобы животные в зоопарке спаривались успешно. And often the reason is that it's extremely difficult to give them the opportunity to meet each other naturally. И очень часто причина в том, что сложно поместить их в такие условия, чтобы они встретили друг друга вот таким натуральным как бы способом, да, как они это делают в природе. So, for example, panda bears. Например, панды. The male normally follows the female for weeks. Часто самец, не часто, а в обычной жизни, как бы в природе, самец следует за самкой многие недели. And to be just put into a cage in a zoo is very unnatural. И когда его помещают в клетку в зоопарке, для него это совершенно неестественное состояние. And often also animals in zoos don't know what to do. И часто животные в зоопарках, они как бы не знают, что делать. And in fact, to make panda breeding programs successful, и чтобы вот эти программы спаривания панд были успешными, you have to show male pandas videos of sex. Нужно показывать самцам панд видео с того, как заниматься сексом. And so there is practical use if we want to understand conservation. Да, поэтому есть практическая польза от этих исследований, если мы хотим сохранять какие-то виды. Спасибо. Есть какие-то еще вопросы? Да. More questions? Здравствуйте, спасибо большое за лекцию, очень интересно и за ответы. Скажите, а для чего все-таки нужен секс в природе? Почему он возник и для чего? So the ultimate definition of sex is not copulation. It's mixing up genes.
Определение секса Это не спаривание, это не спаривание в физическом спаривание, смысле. Да, это не копуляция, это обмен генами. Или дележка генами. Обмен. Обмен. So when you are asexual, Если вы асексуальны, all your offspring get all your genes. Ваши потомки берут только ваши гены. It's like having a whole set of twins. Это как иметь очень много близнецов. But having sex, you rearrange the genes. Но когда вы занимаетесь сексом, вы как бы тасуете гены. So it's a kind of shuffling of the pack. То есть это вот как тасование колоды. Now, exactly why this would be a good thing is something that is still debated. Почему это хорошо? Это вопрос на самом деле до сих пор обсуждается и подвергается сомнению. There are two basic groups of ideas. Есть две такие основные группы идей. The first idea is that it has to do with genetic disease. Первое — это то, что это каким-то образом связано с генетическими заболеваниями. So if you never have sex, then when a mutation happens, it stays with you and all of your offspring get it too. If you don't or if you do? If you do not have sex. Если вы не занимаетесь сексом, то если не происходит мутации, то все гены, они как бы остаются теми же самыми. Если она происходит, она остается у всего потомства. То есть, если мутация произошла, то все ваши дети будут обладать этой мутацией. And if mutations, I mean, sometimes mutations are good, but often they're bad. Но иногда мутация — это хорошо, иногда это плохо. Но чаще всего это плохо. When you have sex, you have the opportunity sometimes of getting rid of them. Когда вы занимаетесь сексом, когда есть секс, то есть шанс избавиться от них, от этих мутаций. The second group of theories has to do with outside diseases. Вторая группа теорий, она обсуждает как бы сторонние заболевания. Because if all your offspring are identical to you, then a disease has a stationary target as to what it's evolving to be harmful to. Если все ваши потомки имеют одинаковый набор генов, то заболевание как бы имеет определенную цель, да, такую неизменяемую, неизменную, на которую оно должно наброситься. And we know that this is important because in agriculture we make identical individuals. We like to have a field full of identical corn plants, for example. И мы знаем, что это важно, например, в сельском хозяйстве. Скажем, нам нужно произвести кукурузу, да, нам нужно, чтобы они все были одинаковые. And when a disease emerges, it takes everything. И если есть какая-то проблема, какое-то заболевание, то оно поражает все, все особи. Sex increases the variation. Секс увеличивает вариативность. And sometimes some offspring are going to do very badly, but some may do very well. И иногда это приводит к тому, что некоторые потомки как бы от этого страдают, да, а некоторые, наоборот, очень сильно выигрывают. It basically allows for a mixing up of genes to face the new world. Да, и вот это перемешивание генов, оно позволяет каким-то новым вариациям увидеть мир. So that's the general answer. Спасибо. Да. Ответ в общих чертах. Оливия, спасибо. И в развитии предыдущего вопроса можно ли сказать, что появление секса связано со скоростью появления потомства? То есть, чем выше скорость у видов определенных, выше скорость появления потомства, если мы возьмем бактерии, да, соответственно, там секса нет. Чем меньше скорость появления потомства, там появляется, именно процесс обмена генами. То есть это как обратное получается? То есть секс как механизм, зависящий, возникший в результате, того, что у видов, у которых скорость появления потомства ограничена, то есть им необходим как раз обмен генами для того, чтобы быстро развиваться и сохраняться в этом мире. Можно ли сказать так? Всем понятен вопрос?
так-то все. Хорошо. Да. Сейчас еще раз можно, чтобы у тех видов, которых лимитировано время? Или Нет, значит, есть виды, которые воспроизводятся быстро, у которых потомство получается быстро. Например, у бактерий, вот у бактерий, допустим, там раз в полчаса появляется новое поколение этих самых бактерий. У них, соответственно, ну как бы нужно ли им создавать такую штуку, как секс? Или секс нужно создавать таким видом, у которых воспроизводство занимает больше времени, и им труднее обмениваться генами? Time sort of developing and working on offspring, they develop sex. So, sex in bacteria is a whole different subject. Секс у бактерий — это вообще отдельная тема для разговора. It works in a different way. Он работает там другим образом. And it's fundamentally different from the sex that eukaryotes have. Эукариоты. И он принципиально отличается от того секса, которым занимаются эукариоты, который существует у эукариот. And for anyone who does not know what a eukaryote is, you are one. Если кто-то не знает, что такое эукариот, вот вы — это эукариоты. It basically means all life forms that have a cell nucleus. Это все организмы, у которых есть ядро клетки. Now, it means many other things as well. Ну, и также это означает еще много разных вещей. But basically, eukaryotes are thought to have formed probably around 2 billion years ago. Но эукариоты, можно сказать, возникли, наверное, больше, чем 2 миллиарда лет назад. As a result of a fusion between two non-eukaryotes. В результате слияния двух царств прокариот. Yeah. То есть было два разных вида, ну как бы были бактерии и еще какие-то штуки очень похожие на бактерии, но не совсем они. И вот их объединение, оно дало как раз эукариот. Это огромная тема на самом деле. It's a really big subject to discuss. And incidentally, it was Russian science in around 1905 that first identified this fusion as a possibility. Да, и получилось так, что именно русские ученые в 1905 году у него есть книжка, она считается... описал вот этот процесс. Ну это да, это не важно, это если кому-то будет интересно специально. So if anyone interested, they can. Yeah, but to answer the question of speed, it's something that's highly variable. Но отвечая на вопрос о скорости, это на самом деле очень вариативно. Mammals are committed to sex. Млекопитающие, как сказать, увлечены, да, занимаются сексом, да. Sorry, we're trying. Committed to sex means like not to each other, but they have to have it. Да, то есть они привязаны к сексу, да, то есть им нужно заниматься сексом. But in a lot of other animals, но у многих других животных you can be asexual sometimes and sexual sometimes. Можно быть то сексуальным, то асексуальным. And then the aphrodisiacs tend to be starvation, cold, disease. И афродизиаком может служить голод, например, или холод, или какая-то болезнь. So it tends to be a response to difficult times. То есть иногда это может быть ответом на сложные времена. And we understand this with the idea that when times are good, then having offspring identical to yourself is also good. You're doing well, they will do well. И когда, наоборот, жизнь хороша, то получается, что если вы производите потомство, которое идентично вашему геному, да, то это хорошо. То есть у вас все хорошо, у него, значит, тоже все будет хорошо. But when times get tough, it's good to change. Но когда времена меняются, становится что-то плохо, то, может быть, пора перейти к какому-то разнообразию. So it continues to be a complex. Поэтому очень сложно там. Yeah. Этот предмет сложен. Спасибо. Еще какие-то вопросы? Да. Большое спасибо за лекцию. Можно вкратце про вид с 13 полами и как работает вся эта система? Про что? Про вид с 13 полами. Can you explain briefly something about this 13 sexes? Okay. Okay, so it's a slime mold. Это вид плесени, Да. да?
Ну, в общем, да. So I'm being a little bit naughty. Ну, я немножко тут эпатажно выступаю. Because most people imagine when I say 13 sexes, they imagine you have to have 13 individuals assemble to have sex. То есть, когда я говорю, что у нас есть 13 разных полов, то представляете, что есть какие-то 13 разных индивидов, которые должны сгруппироваться, чтобы заняться сексом. And that's not true. Ну и на самом деле это не так. In fact, you only need 2, just like normal. Нужно всего 2 особи, так же, как и во всех остальных ситуациях. But what it means is, if you think about gender as being a broad rule of thumb of which individuals you can have offspring with and which ones you can't. Если представить гендер как некое понятие, определяющее, с кем мы можем завести потомство, а с кем не можем, then when you have 13 sexes, assuming that they're equally represented, it greatly increases the number of individuals that are potential mates. А если у нас есть 13 полов, то выбор как бы партнера, да, с которым вы можете произвести потомство, он намного увеличивается. And so, for example, in some mushrooms, например, у некоторых видов грибов, you have 20,000 mating types. Есть 20 тысяч разнообразных видов спаривания, which essentially provides a lot more opportunity for being able to mate with any one individual. Да, то есть это намного больше возможностей создает, чтобы спариться с каким-то другим индивидом. So that's the idea. It's a bit like being a hermaphrodite. Это немного как быть гермафродитом. Often people think that the advantage of being a hermaphrodite is that you could self-fertilize. Часто люди думают, что плюс в том, чтобы быть гермафродитом, что вы можете оплодотворить сам себя. But actually, a lot of hermaphrodites cannot do that. Но на самом деле большинство или многие гермафродиты не могут это сделать. But what it does mean is that every individual you meet is a potential partner. Но что это на самом деле означает? Это любой человек, любая особь, которую вы встречаете, может быть вашим потенциальным партнером. And again, it comes back to an ecological thing. If you don't meet other individuals very often, и опять же, это вопрос экологии. Если вы не так часто встречаетесь с другими индивидами, then maybe it's an advantage to be able to potentially meet with anyone you encounter. То, соответственно, плюсом выигрышной стратегии будет то, что любая особь, которую вы встретите, может быть вашим потенциальным партнером. Спасибо. Да. So, do any other animal species try to avoid pregnancy somehow using interrupted sexual intercourse, for example, or something else, like, or using anal sex for like avoiding pregnancy? So it's sorry. Yes, sorry. Вопрос в том, есть ли еще другие виды животных, которые пытаются каким-то образом избежать беременности, например, используя прерванный половой акт или, там, не знаю, анальный секс исключительно там, для удовольствия, но пытаясь избежать беременности. So it's pretty hard to get into the head of another animal. Ну, очень сложно залезть в голову другому животному. But we do know that certainly females in some species actively choose which sperm to use. Но мы знаем, что самки животных часто активно как бы выбирают, чью сперму они хотят использовать. For example, some chickens, например, у кур или у некоторые куры, after sex, they immediately get rid of the male sperm. Они сразу после секса тут же избавляются от спермы самца. And if we could do that, we wouldn't need any contraception. И если бы мы так могли делать, нам бы не нужна была контрацепция. So it's a difficult situation to judge. Да, сложно эту ситуацию оценить. Спасибо. Еще. Одну секунду, я микрофон дам. And another good example of this behavior, it's mouses. They have resorption of fetus
Yes, when they feel a smell of another dominate males, not Yes. the father of this fetus. That's right. Еще хороший пример вот такого же поведения — это у мышей могут рассасываться эмбрионы от их предыдущего самца, если на их территории появляется другой доминантный самец, и начинает их. Они понимают, что когда они родятся, просто новый доминант их просто убьет, и поэтому они просто начинают резорбировать это. And I should say that it's not only females who do this, И я должна сказать, что не только у самок такое происходит. but in some fish, the male keeps all the eggs in his mouth. У некоторых видов рыб самец держит икринки во рту, And the baby fish develop there and then swim away. и мальки развиваются у него во рту и потом уплывают. But sometimes if he sees a more attractive female, Но иногда, когда он видит более привлекательную самку, he eats the eggs он съедает эти икринки and starts again. и начинает процесс сначала. Да. Правда, что у стрекоз на пенисе есть такие кисточки, чтобы удалить сперму предыдущих самцов. Как стрекоза? Is it true that the dragonfly has male dragonflies on their penises have some kind of brush that can brush away the sperm? Yes, that's completely true. They also have a kind of inflatable balloon. Да, и у них есть такой еще, такой, как воздушный шар, такого типа механизм. And it seems it depends on the species. Это еще зависит от вида. But sometimes the male seems to use it to try to remove previous sperm. Иногда иногда самец у некоторых пытается таким образом избавиться от спермы. And sometimes he tries to use it to stimulate the female. А иногда он использует этот механизм для того, чтобы стимулировать самку. Да, еще там иду. Пришел вопрос от людей, которые смотрят нашу видеотрансляцию. Я просто процитирую. «Я слышал, что только люди и дельфины получают удовольствие от секса. Правда ли это? И как мы вообще можем измерить удовольствие от секса, которое получают разные животные?» I heard that only humans and dolphins actually enjoy sex. And is it true? And how can we actually measure, the enjoyment that other animals have? So it's a very good question. Да, это очень хороший вопрос. It's extremely difficult to say to a cockroach. Очень сложно ответить на него со стороны таракана, например. So, how is that for you? Ну, как тебе? But there are some indications that some other animals do enjoy sex. Ну, есть некоторые, на самом деле, признаки того, что другие животные тоже получают удовольствие от секса. Certainly some other primates have it a lot. Например, некоторые приматы вдруг начинают очень много этим заниматься. And at times when nobody is fertile. И в те времена, когда никто не фертилен. Also, people have tried to do measurements of brain activity during sex. Иногда пытаются замерять мозговую активность во время занятий сексом. And in some macaques, which are a kind of monkey, и у некоторых макак, the female has a brain pattern that if it was a human, you'd say it was an orgasm. У них такой паттерн наблюдается в мозговой активности, который, если бы мы это наблюдали у женщины, у человека, мы бы сказали, что у нее только что был оргазм. A number of other primates also masturbate. И многие приматы также мастурбируют. From which I conclude they enjoy it. Из чего я заключаю, что им это нравится. And also sometimes sex takes place outside of the breeding season. И иногда секс происходит и вне рамок как бы сезона спаривания, да? For example, ducks quite often have sex in the winter when there's no possibility of reproduction. Например, некоторые утки занимаются сексом зимой, когда нет никаких шансов того, что это будет какой-то иметь какие-то последствия в плане потомства. So maybe it helps to cement their relationship. Может быть, это помогает им укрепить отношения. So I think it's a difficult question to answer definitively, but I would say probably yes. Поэтому это вопрос, на который сложно ответить определенно, но я бы сказала, что, наверное, да, наверное, получают удовольствие. Спасибо. Еще вопросы какие-то есть?
Да, иду. У меня возник вопрос, он, наверное, будет немножко в духе вопросов из этой книги, только заданный не от лица животного, а от лица хозяина животного. У меня есть собака, шпиц, ее зовут Джульетта, она самка, и иногда она берет плюшевую игрушку и ведет с ней как самец. Она занимается с ней будто бы сексом, но в позе самца. Почему это происходит? Может ли она получать от этого удовольствие? И что за психологический механизм толкает ее так себя вести? Спасибо. So I'm not an expert on dogs, but I would say yes, she enjoys it. Ну, я не эксперт по собачьему поведению, но я бы сказала, да, она, наверное, получает от этого удовольствие. Why she enjoys it? I don't know. А почему она получает от этого удовольствие? Я не знаю. Спасибо. Еще какие-то вопросы? Если вопросов нет, я, честно говоря, хотел бы немножко переключить тему. Секс — это невероятно интересная тема, но это далеко не все, о чем можно поговорить с Оливией. И книга, соответственно, про секс — это не единственная книга, над которой Оливия работала. В частности, я знаю, что сейчас идет работа над другой книгой, и я бы просил рассказать про нее. Okay, so... And now for something completely different. Да, совсем на другую тему сейчас мы будем говорить. So these days I'm interested in rocks. Теперь я заинтересовалась камнями. It's all gone wrong. Все это неправильно. But in particular, I've become very interested in the subject of how life and earth have evolved together. Но в какой-то момент я очень заинтересовалась вопросом, как возникла вообще жизнь на Земле. And in particular, I'm interested in the extent to which living organisms have transformed this planet. Rocks, like stones. Like stones, yeah. И каким образом жизнь на Земле, живые организмы видоизменили эту планету? And it turns out that if you compare the Earth of 4 billion years ago with the Earth of today, и получается, что если мы сравним Землю такой, какой она была 4 миллиарда лет назад, и такой, какая она сейчас, and you were able to visit that planet, that если old бы planet, можно было переместиться и посетить ту планету, you would not be able to exist there for more than a couple of microseconds. Вы не смогли бы там прожить буквально более 2 микросекунд, более чем 2 микросекунды. And that's because living organisms have made the air, потому что живые организмы создали воздух, mixed up the ocean, создали океан таким, как он есть сейчас, and created more than 2/3 of the Earth's minerals. И создали более чем 2/3 минералов, которые существуют. And a great deal of what we think of as this planet is something that has been created over time by living organisms. И очень большая часть, большинство всего того, что составляет нашу планету, на самом деле было создано живыми организмами. And actually, one of the first people to have strong intuitions about this. И один из первых людей, которых посетило вот такое озарение по этому вопросу, was the Russian-Ukrainian, I don't quite know which nationality to assign him. Это был русский или украинский, я не знаю, к какой национальности его будет правильнее приписать. Vladimir Vernadsky. Владимир Вернадский. In the 1920s, he published a book called The Biosphere. В 20-х годах 20 века он публиковал книгу, которая называлась «Биосфера». And created the idea of a subject called biogeochemistry. И он создал вот эту идею о науке, которая называлась биохимия. Биогеохимия, спасибо. And actually, in English, it comes from Russian. И в английский язык это тоже термин пришел из русского языка. And so I've become fascinated by this, and so I'm working on a history. But it's taken me 10 years so far, and it may be another 10 before I'm finished. Меня это очень заинтересовало, я очень этим увлеклась, я сейчас над этим работаю, и уже 10 лет, может быть, еще 10 лет у меня займет, чтобы закончить эту работу. But I think the reason that I have found it so compelling, но мне кажется, причина, почему я нахожу это настолько интересным, is that I think it helps us to understand what we might expect to see on other planets elsewhere.
Это, может быть, ответом на вопрос, что мы можем ожидать увидеть на других планетах. And I think it helps us to understand the fact that this planet has been transformed and we have evolved in that context. И мне кажется, интересно посмотреть, что эта планета, насколько большой путь, насколько трансформирована была эта планета, и как мы на ней возникли вот в этом контексте. Certainly in the United States, и, конечно, в Соединенных Штатах there's a sort of mythology that we're going to all move to Mars or colonize the galaxy. Да, есть такая мифология, что мы все в какое-то время переедем, в какой-то момент переедем на Марс, да, и мы колонизируем галактику. And I think that it's very unlikely that we will ever find another planet like this one. Но мне кажется, очень мало шансов на то, что мы найдем другую планету, которая будет похожа на вот эту. Because this planet took 4.5 billion years to become what it is. Потому что у этой планеты заняло 4,5 миллиарда лет, чтобы стать той, какая она сейчас есть. And I'd like to give just one very simple example of something that I find unexpected. И я бы хотела привести один очень простой пример того, что я нахожу вот таким непредсказуемым, непредвиденным. Of all the planets and all the moons in the solar system, все планеты и все спутники нашей Солнечной системы, Earth is the only one to have fire. Из всех Земля — это единственная планета, где есть огонь. And it has only had fire for the last 10th of its history. И огонь существовал на Земле только последнюю 1/10 ее истории. And we know this because fire leaves its own fossil record. It leaves charcoal. И мы знаем это, потому что огонь оставляет после себя уголь. And the reason for it is that to have fire, you have to meet all of 3 conditions. И чтобы получился огонь, нужно, чтобы были соблюдены 3 условия. You have to have a way to start one, like lightning. Нужно что-то, что начнет, да, огонь, с чего можно начать, как молния, например. Now, lightning occurs on other planets too. И молния существует, происходит на других планетах тоже. But you also have to have enough oxygen to support one. Но еще нужно достаточное количество кислорода, чтобы поддерживать огонь. And the oxygen here was produced by living organisms. И кислород здесь, на этой планете, создается живыми организмами. Third, you have to have something to burn. И в-третьих, нужно иметь что-то, что будет гореть. And so it's not until land plants appear on the continents that you have all 3 conditions met. И до того, как появились растения на поверхности Земли, поэтому до этого момента не существовало вот этих 3 условий вместе. And so there was no fire until about 420 million years ago. Поэтому не было огня до приблизительно момента 420 миллионов лет назад. Спасибо. And I find this, to me, this is very compelling. И для меня это очень захватывающая история. And it makes me really appreciate what this planet is. И меня это заставляет очень глубоко оценить нашу планету, то, какая она у нас есть. And when I compare it to Mars, и когда я сравниваю ее с Марсом, and I think, so maybe it's true that there's life on Mars. Может быть и правда, что есть на Марсе жизнь. But we already know that it's very different from life here. Но мы уже знаем, что она должна быть совсем другая и очень сильно отличается от того, какая жизнь здесь. Because it's so damn hard to find. Потому что это так чертовски трудно обнаружить. Спасибо. Есть какие-то еще у вас вопросы? Да, еще есть вопрос. Здравствуйте. Извините, если я немножечко не по топику спрошу, но и вопрос у меня грустный. Каковы шансы человека уничтожить жизнь на этой планете? Уничтожить жизнь на этой планете? Каковы шансы? Но я ожидаю, что это, скорее всего, сделает человек. What do you think the chances are that the humanity, the man, will actually eventually destroy life on this planet? On Earth. So I think we're more likely to destroy ourselves. Но мне кажется, мы себя скорее уничтожим. We may do a lot of damage in the process. Мы еще можем много вреда попутно нанести. But so far,
life has done pretty well. Но пока что жизнь прекрасно справляется. I mean, there's life living in every environment we have yet conceived of. И жизнь встречается во всех средах, да, которые мы можем постичь. Basically, on this planet, everywhere we've looked, we've found it. На этой планете, да, куда бы мы ни посмотрели, везде есть жизнь, везде найдена жизнь. Whether it's in boiling acid, кипящей кислоте, спасибо, 5 kilometers into the ground, да, или на глубине 5 километров под землей. It turns out that life here is extremely diverse. Да, и похоже, что здесь жизнь очень разнообразна. It's also so far survived several major extinctions. Да, и уже на данный момент уже можно сказать, что жизнь пережила, выжила после разных периодов вымираний. Meteorite impacts. Метеоритные дожди, как сказать. Millions of years of volcanic eruptions. Миллионы лет вулканических извержений. So I'd say the prospects for life in general are quite good. The prospects for elephants and people, we'll see. Поэтому я бы сказала, что перспективы для жизни как бы на будущее вполне оптимистичные. Что касается жизни там людей или слонов, посмотрим. Personally, I would like to say a more general point, though. Ну, лично я бы хотела сделать такое заявление. Extinction really upsets me. Вымирание меня очень расстраивает. Sure, it's part of evolution. Конечно, оно является частью эволюции. But what's happening at the moment is a different order of magnitude. Но сейчас у нас как бы другой порядок вещей. It's like burning down all the art museums. Это как сжечь все музеи искусств. So it's a kind of vandalism. Это вандализм. And in my view, a failure to appreciate how extraordinary the other animals and plants and fungi are that we share the planet with. И вот это недооценение, как бы недооценка того, какая прекрасная жизнь существует на нашей планете, как интересно живут вот все остальные виды животных и растений, это как бы неудача наша. And I suppose that, to me anyway, to think it doesn't matter is a form of astonishing arrogance. И мне кажется, пренебрежение этим вопросом и вот невнимание к этим вопросам — это очень такая крайняя форма заносчивости, ну, как бы нашей, как сказать? Заносчивости, так и сказать. And it diminishes us. И вот это нас разрушает, это нас принижает. I think that there was an English poet in the 17th century who wrote a short meditation, really, called "No Man is an Island," and it finishes with the famous sentence, "Do not ask for whom the bell tolls; it tolls for thee." Yeah. And I think that it's the same thing. No being is an island. And when we destroy it, I think we also destroy ourselves. Да, и есть известный поэт 17 века, который написал такое медитативное стихотворение, которое заканчивается строками, которые вы все, наверное, знаете. «Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». So it sounds a bit gloomy. Ну, может быть, это звучит несколько мрачно. And so I'd like to put a more positive spin on it because I'm American and I like to be positive. Я бы хотела придать ему такой разворот более оптимистичный, поскольку я все-таки американка. And just to say that we live in an amazing place. Да, и просто сказать, что мы живем в потрясающем мире, в потрясающем месте. And it is probably the most amazing place we will ever know. Да, и, наверное, оно самое потрясающее из всех, которые мы когда-либо узнаем. Спасибо большое. Если еще вопросов нет, я задам один последний вопрос, самый последний. Сейчас будет фестиваль Политехнического музея, и мне любопытно, ожидаете ли вы какого-то конкретного интересного события, которое хотелось бы посетить как участник, а не как выступающий?
Oh, I'm just interested to see the whole thing. Да, мне интересно все. Интересно Спасибо. посмотреть все в целом. Спасибо большое. Если у кого-то какие-то вопросы остались, вы, конечно, можете сейчас подойти уже в кулуарах, задать их. А так, большое спасибо, что вы сегодня пришли. Приходите на фестиваль. Там, правда, будет много интересного. И лекционная программа, и нелекционная. И для всех возрастов. В общем, с утра до вечера будет огромное количество классных событий. Спасибо. Да. Кто выиграет книгу? Самый интересный вопрос. Oh gosh, I don't know. I'm completely confused. But while I think about it, I would like to wish everybody many years of wild sex. Пока я подумаю над этим вопросом, потому что было много интересных вопросов, я хочу пожелать всем много лет безумного секса. Спасибо большое. Но по поводу книги надо все-таки решить. I'm afraid I've completely forgotten who's asked which question. I'm so sorry. Я забыла уже, кто задавал. So it has to be a popular vote. Да, предлагается голосование народное. Возможно, кто-то... Я думаю, что организаторы нашего мероприятия тоже могут, как сказать, выбрать человека или нескольких, может быть, человек, или как-нибудь. Костя? About fetishism. What is that? And about social reasons for fetishism. Okay, great. Отлично, не возражаем. Ура! Спасибо большое. And thank you for lots of great questions. Да, большое спасибо за многие вопросы, за то, что задавали много вопросов. My head's about to explode. Да, у меня сейчас голова взорвется. Спасибо большое. Спасибо.